6,55. Вот и утречка. Дождик, что ли, капает? Ой-ой-ой. Вовремя я проснулся. Ох, какая там эта туча. Ну, ё-моё. Блин, что в трубу лезьте. Вон там радуга такая. Да, мне повезло. Ладно, хоть не ночью дождик пошел. Там реально такая туча идет. Ну чё, как первая у меня ночка прошла? Вообще так-то хорошо. Я выспался даже. Хорошая ровная площадка. В принципе, не холодно было. Да, и хорошо, что труба есть. Можно в трубу залезть вместо палатки. Я все сюда убрал тут. Хотя бы нету такого дождя. Что-то реально там вообще такая темень. Вообще все затянуто. Че за дела, блин? О, лошади пришли. Тут жесть, ну просто все черное. О, еще и ветер такой холодный. Градусов. Че, я пока ждать буду. Никуда я не поеду там. Чернющая туча такая. Ну е-мое, ну и погода. Ну что, пока делать нечего, можно дальше спать. То там реально сейчас, походу, ливень будет хороший такой. Возможно, надолго. Но тут ветра сильные, так что я думаю, эту тучу быстро прогонят. Ну вот это нежданчик. Труба-то тут течет. Че, дальше в трубу залазить, что ли? Ну вот так вот решил проблему. Пускай в котелок накапливается. Вот если видно, уже полковшика набралось. Халявная вода. Да, дождик сегодня что-то зарядил конкретно. Там даже и просветом не пахнет. Вот это да, целый ковшик набрался уже. За борт пошла вода. Че, налил бутылку, перелил. Вода с каким-то небольшим привкусом. Все-таки она идет через дорогу, проходит. Ой, наконец-то просвет идет. Хорошо. Ого-го. Ну, я же думаю, дождика, наверное, больше не будет. Там вроде более-менее так светло стало. Ну и что, время, чтобы не терять, я уже это кушать готовлю. Да. Как кушать готовлю? Просто разогреваю конину. Поедим конину с гречкой. Да и собираться. В принципе, собираться-то побыстрее будет, чем когда палатка, вот это все дело. Палатка уже все собрано. Тут просто все поставить. Конечно, все вон в этом песке. Ух. Ну ничего, сейчас это, если все высохнет, этот песок сам отлетит. Приятного аппетита, поехали. Конина. Ну, погнали. Гречка немного суховатая.
Вчера, видимо, воды мало налил. Да, все в песке, конечно. Приходится, прежде чем все укладывать, очищать от песка. Ну все, большое спасибо этой трубе, этому месту. Перевезила меня. Ну что, поехали. Выдвигаемся. Время 11:30 по местному. Поздновато, конечно, но ничего. Да, можно сказать, отдохнул по полной. Хотя я вот в 7 часов проснулся, я уже был готов начать собираться. Возможно, меня вот дождь разбудил, я камеру сразу взял, она у меня под боком была. А потом понял, то, что начался дождь. 7 часов, да. 7, 8, 9, 10, 11. Короче, 4,5 часа сидели там. Ну, пока покушал, пока собрался. Да? Если так ночевать, собираться намного быстрее. Без палатки. Но мне все-таки нравится в палатке. Ночью просыпался пару раз. Ну, были моменты, что небо вообще чистое было. Так необычно проснулся, глаза открыл, и сразу небо звездное. Луна светила. Так прикольно. А то что, ты в палатке спишь, как бы, и не видишь, что там сверху. Да. И яркие звезды, прям все видно хорошо. Засветки от городов-то нету. А если бы еще луны не было, так вообще бы просто светло было бы. Очень хорошо бы видно, еще лучше было бы видно звезды. Да, там вон такая тоже дождевая тучка идет. О, 113 километров осталось-то до Алтая. Глядишь, и сегодня доедем к нему. Но подъеду поближе. Может даже... Ну, сейчас будут горы, перевалы. Я, скорее всего, вот, соточку, может, сделаю. Еще в зависимости от погоды. Если что, перед Алтаем я остановлюсь. 23 градуса. Почти 24. А вот и горы. Уже хорошо видно, можно разглядеть. А то вчера ехал, только-только они там появлялись. Ну, просто ветру спасибо большое. У меня, ну, я, грубо говоря, 100 километров вот посреди ничего проехал. Быстро так. 159 километров вчера получилось. Ну, даже можно округлить, 160 сказать, да. Что этот километр фигня. Ну, запишу, конечно, 159. Это мой рекорд. Я столько еще не ездил. Самое большое, это я ездил 150 километров. Это там у нас, на Урале. Ездили на одну гору. Азовгору. И обратно 5 часов пилили под дождем. Это было дело осенью. Вот реально, вот там были приключения. Температура градусов 10 была. Я в одной футболке, в шортах поехал. С теплых вещей ничего не взял. Весь сырой до нитки. И вот реально ехал. И согреваешься только тем, то что, ну, крутишь педали. Перестаешь педали крутить, остановился. Все, 2-3 минуты, сразу же холодно становится. Еще и еды с собой не было. Все съели. Мы там вчетвером ездили. Вот это да. Это вообще незабываемое было приключение. Все, начинается дождик. Я, в общем, одену дождевик лучше. 20 градусов. Сейчас еще холоднее будет. И дождь прямо вот так вот идет. Ладно, дождевик недолго одеть. Да и снять недолго. Ну, собачки. Но они умные, не бегут за мной. Просто смотрят и все. Большие такие. Ну вот одна побежала. И то так посмотреть, наверное. Собаки, наверное, в шоке. Не знаю, что это такое.
понимают, как реагировать. Вот температура упала до 15,7. А было где-то 22, что ли. Ну, дождик такой. Не очень-то. Ну, один момент, он, да, прямо там крупные капли были. Это я почувствовал по дождевику. А сейчас так. Вот туда Баян, Новошарга и Алтай вперед. Сейчас дорога направо поворачивает. А ветер как бы видно, да, по дождевику сюда дует. Это очень хорошо. Вот до большой трубы не доехал 15 километров. Вот эта труба, где прямо можно в полный рост вставать. Где я тогда останавливался тоже. Вот она такая. Ну, здесь видно следы. Через эту трубу просто проезжают. Так что да. Тут еще вопрос, стоило ли там останавливаться. До них это, ну, местные проезжают, чтобы на дорогу не заезжать, просто по трубе проезжают и все. А я тут вон Кока-Колу увидел. Нет, она открытая. И здесь лежит уже черт знает сколько времени. Ладно, не буду брать. Вон водка лежит. Вон водка. Любители водки, видимо, здесь. Да, вот так вот народ испивается от этой водки. Вот спустя 30 километров, где я ночевал, цивилизация началась. Заправка, все дела, кафешка по-любому. Я хочу газировочки, что-то сладкого охота. У меня конфетки закончились, надо было конфеток взять, забыл взять. Вот эти бон-пари, леденцы, офигенная штука. Ну ладно, очень, на заправку зайду сейчас, баночку газировочки возьму, если что. Путь не заметил, вот я слепошарый. Магазина нету на заправке. Ну, где-то магаз должен, мне кажется. Вот мусор, да, надо выкинуть. Ну вот, вроде Ванас Будал Делгур. Нарисована тарелка с едой. Может, тут магазин есть. Hello, супермаркет? А? Супермаркет? Супермаркет. А? Можно посмотреть? Да. Ага. Так, вот и такие, газировочка. Ага. Возьму такую. Вот эта баночка стоила 5000. Че, по-нашему, ну, 220 может.
Даже здесь нету таких диких наценок. В принципе, как, наверное, в любом магазине вот в Монголии она примерно эта баночка столько и будет стоить. Ну да, может чуть подешевле, может там 4,5-4. Нету такой прямо наценки стопроцентной. А то где-то и на 200%. Ну все, полетели дальше. Что-то я не помню, обозначена на карте эта местность, нет. Что-то я вроде просматривал. На Maps.me вроде да, что-то там было, а на Google картах вообще ничего не понятно. Может, Google карты просто старые, ну, снимки, я имею в виду, делали. В общем, если что, да, вот здесь в кафешке можно покушать, там женщина что-то, пирог какой-то делала, тесто раскатывала. Да, ну, я кушать не хочу, воды полно, так что катим дальше. Дядька что-то смотрит, да, бинокль смотрит. За коровами, наверное, он там за своими. А, вот и речушка. Эвейнгол, речушка. Вот смотри-ка, течет. Совсем малюсенький ручеек. В случае чего даже можно и умыться, помыться, да и воды набрать. О, дорога сразу изменилась. После моста другая стала. Немножко поуже. И цвет асфальта другой. Да, вот в таком месте можно было бы найти, где переночевать. Холмы такие. То есть вот укрытие хорошее. Вот здесь, например, можно было бы поставить палатку. Горы все ближе и ближе. Это хорошо. Горы я люблю. Так, что, сколько там до Алтая осталось? 80? Ха! Всего-то. Сейчас, погоди, всего-то. К горам подъедем. Алтай-то вроде как за горами находится. Сейчас там как тягуны пойдут. Вот тебе и 80. На весь день хватит. Одни верблюды. Коров, козочек вообще мало. Вон они, одни короли пустыни. Кэмелы, как их называют. Горбатые. Это, наверное, типа автосервиса. Вон шины лежат. Автосервис, да. Вот такой вот тебе автосервис. Ну такой, наверное, мелкий ремонт делают какой-нибудь, что-нибудь посерьезнее навряд ли. Колесо поменять, залатать, что-нибудь подкрутить, поднастроить. А тут опять табличка, это, наверное, ну, написано тоже автосервис на двери. Да. Вот тебе и рекламный щит. Тяжелая дверь, ветром не сдует. Не какая-нибудь там картонка. А горы все ближе и ближе. Вот эти слева вообще близко уже. Данил. Вот товарищ остановился, мне предложил кружку и конфеток дал. Мы постояли так немного покорили. Вот кружку хотел дать. Я говорю, куда я? Мама разовью. Thank you very much. Have a nice day. Целую кружку конфеток подарил. Я же только хотел, только думал, типа, сладкого хотелось, там, конфеток забыть. Вот, вселенная услышала, и вот, пожалуйста, тебе куча конфеток, целая кружка. Да. В общем, он мне это тоже скинул, перевод, я ему написал, ну, в Google переводчике. Он, в общем, глава какого-то поселения, которое он там слева будет. В общем, вот так вот. Ну что, большое ему спасибо. Конфетками меня обеспечил.
Ну а сейчас дело пойдет поинтересней. Тоже едет на Алтай. Так что вот, может, да, даже его там где-нибудь еще и встречу. Остановился передохнуть. И тут он что лежит. Целый мешок верблюжьей шкуры. Меха, вернее. Зачем его собирали и потом выкинули? Непонятно. Такая... Как это? Обычные волосы, что ли? Ну, мягче волос, да. Уже давно походу лежит. Здесь какой куст растет. Походу этот обглодали, а этот еще нет. Мягкая. Ничего себе, пахнет вкусно так. Такой это сладкий аромат. Какой ворон сидит. И бочка с мусором. Эй, ворон! Вон он летит. Реально такой большой. И не ворона. Визуально кажется, будто с горки еду. На самом деле подъемчик небольшой, 1%. Но ноги-то чувствуют, что надо крутить. Какая иллюзия. Ну вот компьютер рисует, что я еду наверх. 910 было, 911. А визуально кажется, что я вниз еду. Вот машина внизу. Это как так? Что за обман? Компьютер не обманешь. Вот уже 912, уже на метр поднялся. Хотя кажется, что я реально вот еду с горки. Да, интересно, конечно, это все. Вот 2% был сейчас только что. Стал 1% подъем. Вот так вот лесенка идет. Мне просто мозг ломается. У меня, я не понимаю, ветер поддувает спину. Еду 13 км в час. Как так вообще? О, машина внизу находится. Что за обман зрения? Сзади шикарная погода. И походу вся утренняя гроза просто в горах остановилась. Там вот какие тучи. Такие, кстати, штуковин. Термос или что? Вообще много везде валялось. По дороге. Там что-то из стекла, что ли. Оно, видать, трескается и выкидывают. Какая-то серебрянка покрытое стекло. Вот реально, прямо много их я видел. Разных форм. Ну, плюс-минус вот такой формы все. Банка тоже лежит. Сколько лет, интересно. Ой, там жучок сидел. Егошний дом был, наверное. Вернем обратно. 81 проехал. Добрался до какой-то, наверное, кафешки. Кафе Терия. По территории кафе. Да, вот так и пру 10 км в час. Еще ветер боковой стал. Hello. How are you? Как дела? Вон машина с лошадьми. Там еще одна с лошадьми. Даже они их туда везут. А это, наверное, привезла, уезжает оттуда.
Ну все, он перевал горный начинается. А это что, остановился? Кушать пора. Я перед горочкой этой хорошей надо покушать. Ну что, буду гречку и шпроты есть. Вот мой обед. Шпроты на этой штуке открывал, она кривая. Начал крышку отгибать, они упали. Но немного выпало. Ну ладно, основная масса осталась тут. Масло повытекало. На велик брызнуло тоже. Ну что, погнали в горочку. Банка со шпротами упала. Один фиг песка насыпалось сюда. Ел, скребел зубами. Арангин, давай. Анхарзам. Ну, предупреждение какое-то. Интересно, этот, как его, Алтай-то в горах находится или ниже гор? Спускаться будем. Что-то я на карте-то так ладоми не посмотрел. Ну хотя там аэропорт. Скорее всего, навряд ли он в горах будет. Сейчас этот перевал проедем. Потом будем спускаться, наверное. А тут предлагают вниз спуститься. Потом опять наверх. Вот такие горы вверх-вниз. Пока самый большой градиент был 6% где-то. Это недолго. В общем, вот мы в горах. Лысые горы, вообще ничего нет. Надо, кстати, карту просмотреть после Алтая, через сколько будет километров в город. Я думаю, не через 240, как вот были в предыдущем-то городе. Блин, благодаря ветру я только сегодня до Алтая доехал. Если бы не ветер и не вчерашняя халявная сотка, можно сказать, я бы еще бы завтра бы ехал до Алтая. Так что, 18 километров, где-то 17 осталось, фигня. Уж сегодня доедем. Ну да, закат где-то через часа 3 солнце сядет. Так что нормально успеем. И вроде уже спуск начался. Но оно непонятно, вверх-вниз вот идет, вот такие горы. Вот что. Это тебе не алтайские перевалы. Это так, небольшие холмы. Вот этот видок напоминает Алтайские горы. Ну вот эти домики для отдыха сдают, где их же там полно вообще. Тут также вон 3 домика. Ну, по-любому их сдают. А хозяева вон в юрте живут. Типа отель. Кемпинг. Привет, конь вороной. Красавец какой. Белобокий. О, дядька пастух. Идет, бутылочка пива. Ну, явно это пиво. Ну, может, вода, конечно, кто его знает. Что-то я сомневаюсь, что там вода. Что тут еще делать? Пить пиво, пасти коровок. Я их даже и не заметил вначале, пока они кричать не стали. Да, по-своему тут красиво, конечно. Фух. Красотища. 13 километров до города.
И у нас соточка. Это уже кое-как залазит. О, походу доехали. Ну, эту гору проехали. Вон там. О, пес, привет. Что-то ходит тут. Может, еду оставляет, еду собирает. Ну да, это все, походу, гора закончилась. Вот он и Алтай. Там белазы стоят, что-то. Что они тут делают? Карьеры. А, видать, карьеры где-нибудь есть, наверное. Вот это аэропорт Алтая. Ну, здесь, конечно, всякие Боинги не летают. Это так, междугородний аэропорт. Не международный. Я более чем уверен. Хотя, по-любому, взлетка хорошая должна быть. Чего, равнина какая. Ну, а до сколько реально еду по Монголии? Я что-то вообще не видел, чтобы самолеты летали. Ну, что-то они где-то там в начале, может, были, и все. О, стоят красавцы. Хочу такой найти магазин, чтобы было все и сразу. Мне вот это прямо не нравится, бегать из магазина в магазин. Надо найти какой-нибудь большой супермаркет и там затариться. Потому что через 100 километров только следующий город будет. Ну, собственно, вот он, аэропорт. И Алтай где-то там дальше город будет. Нисэх, Алтай, Будал. Да, благодаря ветру я вообще не рассчитывал сегодня до Алтая доехать. Я думал только завтра в обед только приеду. Ой, я брал запасы с этим учетом. А мы домчались просто. Ну ладно, сейчас надо найти магазин и на ту дорогу выехать, потому что здесь от Алтая 3 направления идет в разные стороны. Надо свою дорогу найти. Вот как понять, что это магазин написано? Я в Google переводчике сколько вводил там, что-то не попадались вот эти слова. Вот food court, это понятно. Банкоматы. Ну ладно, тут это супермаркет, тут должно быть все. Реально полно всего. Прямо глаза разбегаются. Что брать-то? Целая палета ессентуков. Это что, Red Bull, что ли? Буффало. Ну. Вот, пожалуйста, наш квас очаковский. 3000 тенге. И тугрифа, блин. Это меньше сотки. Вроде весь магазин прошел. Самого главного для себя не нашел. Я хотел еще хотя бы тушенку взять. Там одни шпроты и рыба. Ну нафиг они мне нужны. Я уже эти шпроты есть не хочу. Где вот тушняк у них тут? Вот одна рыба. Вот это что такое? 200 рублей стоит. Ну, в общем, вот что я набрал. Чай, что-то захотел шоколадку взять. Вот это, не знаю, что, сосиски какие-то, килька, огурцов. Да, еще это горошек взял, ну прямо горошка что-то захотелось. Ну, это казинаки, я так понял. И 4 огурца, вот наш прайс на сегодня. Ну ладно, посмотрим, насколько это все вытянет. Я, конечно, все понимаю, но... Сколько можно дождя этого на ночь глядя? Мне еще через город проезжать. Это только вот аэропорт, пригород, еще там сколько через город пилить. Ну все, погнали, Алтай смотреть. Вот там буддийский храм. Ну, в общем, через Алтай мы практически не будем проезжать. Я что-то там по другой дороге смотрел. Вернее, другая дорога есть. Ну, не федеральная. Это по федералке прокатимся. Вот такие домики. Светофоры, как я их давно не видел.
Это, наверное, типа школа, что-нибудь такое. А вот здесь такой красавец и ушастый осел, что ли. Ну, я так остановился, посмотреть, куда ехать. Ну, вроде налево надо ехать. Детская площадка даже с фонтанчиком. Вон фонтанчик идет в виде тучи. Но тогда далековато туча, да. Возможно, я успею найти место. Хочу сегодня в палатке спать. Авто уга-уга. Уга-уга. Ну, хоть по-русски авто. Это автомойка. А, да, получилось на 39,5 тысяч. Вот это всего, что я накупил. Ну, нормально. Ну, это что, рублей 800, наверное, по-нашему. Да, лежачие полицейские тут реально лютые. Че, красный типа я должен стоять? А что стоять? Никого нет. Поехали. Хотя нет, он слева летит. А все. Теперь зеленый поехали. Кстати, я тут заметил местные байкеры. Ну, вот эти, которые, может, там в этих живут в юртах. Да и так в деревнях во всяких. Ездят в этих, в балаклавах. Вот даже реально, когда жарище, они ездят в балаклаве, в шапке. Ну, не знаю, может, чтобы это от солнца не сгорать. Фиг его знает. Так, что тут? Лежачий, опять лежачий полицейский. Ну капец. Я хочу покрутить, потому что ну реально холодно. Вон 15,9 градусов. Саян Яварай. Вот такой здесь алтарь или что это? Дизель 4500. На 1500 дороже получается. А тут речушка была. Такая малюська совсем. По нашим меркам это даже, можно сказать, ручей. Большой ручей, но... У нас была трасса А0304, теперь А0303. Багян, Хонгор. Следующий большой город, типа как Алтая. Там, кстати, станция солнечных панелей. Я вот со спутника смотрел, понятно было, что это они. Ну да, вот. Вон сколько места, ставь не хочу. Их, за ними все равно обслуживать их надо. Смотреть, следить. Ну, сегодня можно, в принципе, куда-нибудь за холм заехать и там ночевать. Ну ладно, сейчас сколько-нибудь проеду. Будет перспективное место. Буду вставать. Вот хочу на эту гору сейчас заехать. Как бы ветер до оттуда дует. И там внизу горы, если что, можно палатку где-нибудь поставить. Чего-то добывают. Ну вон камни. Щебень. Или отсев, наверное, правильно будет. Ну тут, в общем, есть грунтовая дорога. Наверное, я на нее сейчас заеду. И вот туда куда-нибудь за холм. Вот площадочку нашел рядом со свалкой. Пойдет все. Сейчас камни поубираю все. Зато тут вон какой буфер высокий от ветра. Все пойдет. Вот так лягу и все. Замечательное место, однако.
Все, вот и обустроились. Что-то я консерву не хочу. Мне реально уже надоело это мясо есть. Вот горошек. Сейчас горошек буду кушать. И вот эти 6 перос калинтес. Главное с хлебом, да. С хлебом у них, конечно, проблема. Потом такую шоколадку взял. И вот казинаки с чайком. Вот это, конечно, с хлебом можно прямо сейчас, наверное, есть. Потом чаек. Да, и завершим мандаринками. Вот такой денек. Отличный денек. Дождик вроде пока не думает идти. И не надо. Че, хоть сколько проехали сегодня? Ну, 124 вообще пойдет. Ну, высота сегодня была прямо нормальная. Так. 6, 7, 8, 9. Все, 9:35. Ну, солнце минут 20 назад село. Рано темнеет. 14 градусов. Посмотрим. Высота какая. 1139 набор высоты сегодня был. Жду, когда все разогреется. Да, кстати, надо ножик достать. Вот как они, как вот ее, как ее открывать, блин, не могли крышку сделать открывающейся. Сейчас тут ножиком придется колупать как-нибудь. Ладно, сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Еще не хотят доставаться. Их, наверное, тоже можно, кстати, разогреть. Ну-ка. О, горячие сосиски в собственном соку будут. С хлебом. Так. Чаек взял фруктовый тоже. Все, запаривайся пока. Вот реально охота овощей, чего-нибудь такого. Это мясная диета мне уже, ну, надоедает, реально. Одно вот консервы вот это. Видать, этой клетчатки не хватает все равно. Да, я не знаю, как так люди на северах живут и только едят мясо. Ни фруктов, ничего. Ну, посмотрим, что это за сосиски такие. Вот сегодняшний мой ужин. Горошек с сосисками и с хлебом. Ну, посмотрим. Я уже фонарик включил, потому что, ну, темно довольно-таки. В общем, вот так я очередной день прошел. Проехал, в принципе, неплохо. Вчера тоже неплохо проехал. Ну все, сейчас будем кушать это все дело. Завершим мандаринками. Да и спать что. Мы уже довольно-таки темновато. А туча довольно идет сюда. Вот на этом все. Вот такая серия. Завтра увидимся. Завтра будет новый день. И сейчас через километров 90 будет очередной город. А потом я не смотрел, что там, какие будут города. Хотел сейчас вот посидеть, посмотреть. А вон, связи до 0. Хотя от города, ну, километров 7 отъехал, наверное. Ну, в общем, все. До завтра. Увидимся. Пока. Ну, еще небольшое включение. Не знаю, насколько это будет видно. Ну, в общем, уже все, как бы чай допиваю. Все почти убрал. Потом вот так вот резко поворачиваюсь, а тут нифига себе светильник как горит. Луна горит. Блин, очень прямо ярко. Да, камера передаст или нет. О, прямо так это. Я аж это немного вздрогнул, думал, ну, не ожидал ее там увидеть. Она резко так появилась. Поворачиваюсь, тут нифига себе. Полнолуние, красота. Ну так вот.